Друзья, всем привет! Все, наверное, уже слышали слухи о том, что YouTube якобы в России скоро закроют и замедлится скорость, нельзя будет смотреть видео на YouTube. В общем, ходят слухи о том, что YouTube якобы скоро заблокирует и невозможно будет его смотреть. Хочу немножко пояснить вот эту ситуацию, да. Наши власти, наше правительство решили замедлить скорость YouTube, скажем так. Расскажу сейчас на простом языке, потому что меня смотрит очень много людей пенсионного возраста, и объясню, что происходит. Да? Сейчас скорость YouTube будет замедляться, у вас плохо будет подгружаться мои видео. То есть, если вы зайдете с компьютера смотреть меня или с телевизора, то видео будет зависать постоянно. На телефоне еще более-менее можно смотреть, там скорость нормальная, если вы смотрите с мобильного интернета, да. А по проводному интернету уже есть проблемы, уже есть замедление скорости, и видео на YouTube грузится очень медленно, либо не грузится вообще. В скором времени, уже, наверное, ближе к сентябрю, скорость настолько будет низкой, что нельзя будет просматривать видео, ну, точнее, будет их можно просматривать, но знаете, как на диалапном интернете, когда что-то немножко подгружается и зависает, подгружается и зависает. Вот у нас власти решили вот как-то сделать вот так вот. Это вопросы политики, в них я лезть не хочу, но просто хочу вам пояснить, что делать в этой ситуации. Во-первых, тот, кто знает, есть VPN, есть специальное приложение, через которое вы можете, включив кнопочку, да, нажав VPN, можете смотреть без ограничений по скорости видеоконтент на YouTube. Не факт, что VPN, конечно, будет работать. И к тому же большинство VPN-сервисов, которые предоставляют услуги качественные, то они делают это, конечно же, платно. Вот, бесплатные VPN вам будут тоже какую-то возможность смотреть, давать YouTube, но тем не менее там будет очень много рекламы. Но что я хочу сказать, если вдруг что-то случится с площадкой YouTube, если вы заходите на YouTube, смотрите мое видео, оно не подгружается, не включается, там звука нет или еще что-то, у меня есть запасная площадка, где я размещаю все свои видео. Это Яндекс.Дзен канал. Он точно так же называется он «Счастливы в деревне», там такая же аватарка стоит. Если вы хотите дальше продолжать меня смотреть, все свои видео, все свои записи, все свои шорты, вертикальные вот эти маленькие видео, я все дублирую на Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен называется «Счастливы в деревне». Ссылку вы найдете на него в описании под этим видео. Обязательно пройдите по этой ссылке, подпишитесь, чтобы меня не потерять. К тому же я есть еще на одной площадке Telegram. В Телеграме я практически каждый день пощу какие-нибудь красивые фотографии, делаю аудиоподкасты, какие-то маленькие видео загружаю туда. То есть в Телеграме я есть постоянно. Тоже вы найдете ссылку на мой Телеграм под этим видео. Пройдите обязательно, подпишитесь на все мои соцсети, чтобы меня не потерять. Однако, несмотря на все блокировки, замедление скорости, я все-таки буду продолжать выгружать видео на YouTube. У меня есть надежда, что со временем что-то восстановится скорость, и YouTube не заблокирует прямо вот насовсем. По крайней мере, с VPN его можно будет смотреть. К тому же у меня есть очень много зрителей за пределами России, им будет YouTube доступен, вот поэтому я буду сохранять максимально эту площадку, насколько смогу, но, однако, настоятельно вам все же рекомендую перейти по ссылкам под этим видео и подписаться на другие мои соцсети, там я есть 100% всегда. Друзья, вы, наверное, уже видели, в одном из своих шортс я показывала, что достроила себе крыльцо. Вот так вот оно теперь выглядит. Точнее, это не крыльцо, а такая вот небольшая маленькая терраска. Сейчас я вам подробно о ней расскажу. Так, друзья, хочу вам похвастаться своим новым крыльцом. Вы, наверное, уже видели в своем шортсе, я уже показала его частично. Вот, а это, скажем так, итоговый вариант. Ну, не совсем итоговый, но уже кое-что вырисовывается. Давно я мечтала о таком крыльце. У меня есть метафорические таро, на которых изображена девушка, которая сидит вот на таком вот крылечке, высоко от земли, занимается йогой, завтракает, пьет чай. В общем, я давно мечтала о таком крыльце. Вы, наверное, видели на моих видео первых, там было видно, что у меня было крыльцо залито бетоном. Вот здесь вот, да, ступенька бетонная была, она вся была полностью разбита.
Я не хотела ее уже ремонтировать, потому что я ждала, когда у меня будет возможность построить вот такое вот крыльцо. Вот здесь также у меня было разбито очень сильно под верандой. Кирпич весь вылетел, все было, дыра какая-то была. В общем, кошки туда у меня постоянно лазили, но теперь вот здесь мне все зашили. Вот это я все буду красить, вот где белка бегает. Покрашу или в белый, или в серый цвет, еще пока не знаю. Здесь я специально сделала пандус, чтобы у меня была возможность завозить садовую тележку и велосипед, чтобы вот через порог постоянно не таскать их. У меня на веранде хранится садовая тележка и велосипед как раз. И вот эта штука очень удобная, особенно зимой, когда нужно дрова в дом таскать, а у меня русская печь, как вы помните, и мне обязательно зимой нужно будет завозить в дом дрова из сарая. Вот, это будет идеальный просто вариант, идеальный. Вот, здесь также мне сделали ступеньку, вот такая вот ступенечка, я ее уже постелила. Здесь Триша, кстати, вышла погулять. Здесь вот у меня такой вот зайчик. Вот такой вот у меня зайчик для очистки обуви. Вот эта вот штучка. Держишься за уши зайца и чистишь ноги. Вот, коврик я уже сюда постелила, потому что у нас вчера дождь был. Вот, такое у меня классное крылечко. Теперь я могу здесь завтракать, снимать для вас какие-нибудь видюхи, заниматься йогой. Вон у меня уже кнопка легла на стол, я постелила сюда. Скатерть на стол. Стол я буду, кстати, реставрировать, тоже его отшкурю от краски, покрашу белым. Стулья еще остались со времен первых хозяев от учителя биологии и истории Анатолия Михайловича. Вот, видимо, принесены из класса. Помните, раньше в советских школах были парты и вот такие вот стулья. Их я тоже буду реставрировать, красить белой краской. Вот один вот совсем старенький, его нужно тоже покрасить. Вот, ну что, мы с кошками теперь наслаждаемся, просто классно. У меня крыльцо было, вот помните, вот по эту балку, и теперь оно намного длиннее, потому что мне навес отстроили. Вот видите? Значит, я сначала хотела стелить террасную доску. Из террасной доски делать вот эту вот терраску или крыльцо, не знаю, как это называть, помост. Все по-разному называют. Ну, в общем, сначала я замахнулась на террасную доску. Но потом я посмотрела, во-первых, цены на нее, а во-вторых, сюда доставить террасную доску оказалось проблематично в том плане, что за доставку выходило немало денег, в общем-то. Вот. И я все-таки подумала, живое дерево все-таки лучше. И заказала вот на местной пилораме, у нас здесь есть местная пилорама, или как ее называют. Вот. Заказала доску из сосны. Вот это вот сосна. Ой, моя тень. В общем, вот это вот сосна. И вот эту вот доску, значит, покрыли лаком. Лаком не простым, а яхтным лаком. Это такой лак атмосферостойкий, вот как раз для яхт, которые используют. Значит, вот такой вот лак я использовала. Видите, написано яхтный лак. Атмосферостойкий. Значит, я, знаете, немножко ошиблась в том, что я заказала матовую текстуру. Я ж люблю матовые оттенки. Вот Триша тоже любопытствует. Оказалось, что матовая текстура хорошо сохраняет структуру дерева, но ее неудобно, скажем так, мыть полы, вот эту вот террасную доску, когда грязно. Кошки там лапами натопчут или еще что-то. Ну, в общем, матовая структура не совсем удобная оказалась. Ну, вот я докрашу вот этой, и еще потом докуплю сверху глянцевым лаком, покрою вот таким же яхтным. Будет хорошо мыться она и так далее. Надолго ее хватит мне. Вот. Натуральное дерево все же, друзья, намного лучше, я думаю, чем террасная доска. Хотя, говорят, террасная доска, она прочнее. Но, как видите, мне не по карману, во-первых, она оказалась, но, может быть, это и к лучшему. Вот эти вот все доски, которые я заказала, и вот под навес тоже я заказывала, вышло где-то мне около 15 тысяч, что ли. Я уже сейчас точно не вспомню. Плюс доставка. Доставка совсем недорого, по-моему, рублей 500, что ли, или 800. То есть, ну, это из нашего местного районного центра мне привезли. А с террасной доской вышло бы втридорого, я думаю. И плюс еще доставка, плюс еще работа, представьте, да. Я, кстати, не заказывала никаких строителей из города дополнительно. Крыльцо мне строили тоже из местных. Дедушка помог построить. Золотые руки. Огромная ему благодарность вот за такое вот крылечко. Он же мне, кстати, помогал новый забор
ставил он же, вот, и он же построил вот это крылечко. Ну и вот у меня оно теперь полностью зашито снизу, там кошки не будут лазить, не будут таскать мышей, слава богу. Мне осталось только вот декоративные работы сделать, докрасить лаком его. Вот эти вот балки я покрашу белым цветом. Накручу на них такие, знаете, фонарики. Вот у меня уже висит один, вот эта вот солнечная батарейка. И вот когда наступает темнота, они вот светятся вот так вот красиво. Ой, кошки, я не могу, им так нравится. Новое крылечко, облепили просто его. В общем, вот эту тоже я покрашу белым цветом, у меня краска осталась белая. И вот эту балку. И накручу на них вот такие вот фонарики на солнечных батареях. Будет очень красиво. А зимой, наверное, буду украшать вот какими-нибудь гирляндами крылечко. Вот здесь вот повешу. Тоже на солнечных батареях хочу купить. У них такое матовое освещение. Хороший, красивый. Ну вот, смотрите, я теперь не могу нарадоваться на это крыльцо. Раньше мне приходилось таскать велосипед через 3 порога. Тележку, я помню, как я таскала с дровами. Это капец был, когда у меня зимой приходилось топить дом печью. И я вот, помните, грузовик дров затащила в дом вот через эти пороги. Минуя эти пороги, это было, конечно, капец. Но теперь у меня, слава богу, вот так вот удобно все. Я просто счастлива и довольна. Хочу вам показать. Кошки, конечно, облюбовали это место. Они просто кайфуют от него. Вот смотрите. Белка забралась на стол, Кнопа тоже сидят, смотрят. Знаете, на кого они смотрят? На голубей. Белочка, Кнопа. Вот там вот у меня голуби живут. Они там свили гнездо, и вот каждый год они туда вот там живут, прям до самых-самых морозов сидят. Там у них домик, вьют гнезда, воспитывают голубят. Вот. Кошкам, конечно же, это интересно. И Триша, вот удивительное дело, она вообще на улицу не уходила. А тут у нас появилось новое крыльцо. Она прям зачастила, ей понравилось. Вот заценила кошка. Вот видите, она в окно залазит вот так вот. Более-менее как-то на улицу все-таки выходит. А так ни в какую. Прям очень пугливая. Если вы посмотрите мои первые видео, то вы увидите, насколько высокая была трава возле крыльца. Практически с мой рост. Был разбит бетон на крыльце. И я долго искала, выбирала место, где же я смогу заниматься йогой. И вот решила здесь. Здесь очень солнечная сторона. И здесь как раз-таки это удобно. И к тому же приятно по утрам завтракать и пить чай. Кстати, на веранду я уже купила вот такой вот мусорный контейнер. Очень удобный контейнер. Вот смотрите, нажимаете, хоп, оп, туда мусор раз-раз не накидал, чтобы домой не бегать. И очень удобно потом. Потом в пакетик раз и в мусорку выкинул. Вот. Ступеньку я сделала ближе к дому. Почему? Потому что здесь вот газовая труба. Если здесь делать с этой стороны пандус, то вот в газовую трубу будет упираться тележка, там велосипед. Ну, а здесь ступенька, и можно обойти пешком ее вот так наискосок. Классно я придумала, да? Вот хочу вам показать колоду метафорических Таро. Называется эта колода «Таро свободной жизни». И вот здесь изображена девушка, которая сидит на своей террасе, наслаждается воздухом, наслаждается летом, занимается йогой, пьет по утрам чай. В общем, вот зимой в плед она закуталась на кресле, сидит тоже на террасе. Вот. Очень вдохновила меня вот эта колода. Вообще в этой колоде отображен мой образ жизни. Я очень удивилась, когда увидела вот эту вот колоду. Кстати, у меня есть обзор на нее на Яндекс.Дзене, на отдельном канале. Можете посмотреть, я там показываю каждую картиночку, объясняю философию вот этих вот изображенных картинок. В общем, тут девушка работает удаленно. Видите, у нее есть маленькая собачка, но вот у меня кошки есть. В общем, очень-очень ее образ жизни схож с моим, скажем так. Вот она в саду тут что-то делает. Волосы у нее даже рыжие, представляете? На велосипеде она катается, рисует она тоже. В общем, копия меня. В общем, я вам рекомендую посмотреть вот эту колоду более подробно на моем втором канале на Яндекс.Дзене. Называется «Терапия на Таро и Маг» с Натальей Трубицыной. Ссылку я оставлю под этим видео, можете зайти посмотреть. Кстати, я на этой колоде делаю метафорические расклады для того, чтобы погрузиться в себя, понять свой внутренний мир. Вот она тут осенью листьями шуршит. В общем, такая колода очень прям вот похожая на меня. Вот я также сижу с ноутбуком в кровати, бывает, по вечерам. Вот она здесь в лесу еще гуляет. В общем, короче, посмотрите, у меня есть отдельный обзор на эту колоду. Вот эта колода меня вдохновила на эту террасу.
В общем, я теперь с огромным удовольствием вывожу велосипед со своей веранды, просто наслаждаюсь этим процессом. Посмотрите, как удобно. И завозить его тоже в том числе. В общем, я очень довольна этим крыльцом. Я его очень долго ждала, можно сказать, год. Практически как и газ. И вот, наконец-то, мечта исполнилась. А вот и моя конопуся, а вот и моя белуся. Ждут меня мои крошки. Ждут девчушки меня, сидят с улицы, да? Скажи, хозяйка, приехала наконец-то. Скажи, приехала наконец-то. А мы, скажи, голубей тут присматриваем. Сидят, глядят на этих голубей. Вон они выглядывают. Вот голубка и голубь там. Вот они прям смотрят на них, не отрывают глаз. Вон как внимательно. И Кнопа тоже. И вот обе. Так им нравится за голубями присматривать. Я не могу. Какие смешные. Кнопа. Голуби там, да? Голуби? Белочек, голуби там, да? Голуби? Ну вот, друзья, на сегодня все. Увидимся с вами в следующих видео. Благодарю вас за лайки, подписки, комментарии и донаты. Подписывайтесь на все мои соцсети. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.